Что вообще на Java делают? Написал Hello World, думаешь, так, что бы дальше изучать? Ну, наверное, не знаю, наверное, machine learning. Java это же не .NET, она все умеет. Звучит как какое-то устаревшее говно мамонты. Yeah. Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT Борода. Сегодня у нас, наконец-то, долгожданный баттл между .NET и Java. Не, на самом деле у нас интервью с Java-разработчиком Ромой Кошонком. Кошенком. Еще раз записываем. Сегодня вы увидите долгожданное интервью с Java-разработчиком. Сука. Сегодня у нас долгожданное интервью с Java-разработчиком Ромой. Рома, привет. Привет, Спасибо, да, что дошел на интервью к .NET-чику. Это тоже очень значимый момент. Это было непросто решиться. В общем, не будем долго ходить вокруг да около. Как обычно, давай начнем с твоей истории. Буквально пару минуток о том, где ты учился и как вообще ты попал в IT. У меня, на самом деле, два образования. Одно незаконченное высшее, второе законченное высшее. То есть законченное техническое, но абсолютно никак не связано с компьютером, скажем так. Что за оно? Я инженер по бытовой технике. То есть инженер-электромеханик, специализация бытовая техника, факультет приборостроительный. То есть там приборы и аппараты, что-то вот в этом духе было. Вот. Незаконченное – это вообще юридическое. То есть это еще дальше. Вторая вышка была? Да, это второе. Вот. Ну, на базе первого тогда еще можно было получать несколько высших, получается. Вот. Но я его не закончил до последней сессии, дошел до последней сессии, решил его не сдавать. Вот. Собственно, потом был такой почти 9-летний путь тоже в сферах очень далеких от IT. Это и в закупках работал, и в аналитике рынков работал, и рекламное агентство открывал, и поработал там. Ну, в общем, достаточно такие разнообразные сферы. А в каком году ты в университет поступал, просто чтобы ориентироваться в твоем возрасте? В 2002 году поступал. Окей. Вот. То есть в 2007 закончил, и вот после 2007 года 8... Ну, где-то 8, вот 8,5 я уже сейчас считать не буду лет, получается. Я по разным сферам, скажем так, себя пробовал. В разных сферах себя пробовал. Вот. А в программирование пришел вообще, на самом деле, абсолютно случайно. То есть это... Я вот день уже не могу вспомнить. Это, ну, все-таки не вчера было. Это было или среда, или четверг, это посреди недели было. Я реально проснулся, при том, что мне на работу было ехать по Кольцевой минуты 3, наверное. Я проснулся как-то пораньше, мне вот очень не хотелось ехать. Я тогда курил еще, как раз вышел на балкон, закурил что-то, взял ноутбук, открыл ноутбук и решил, надо чем-то себя занять, потому что у меня, в принципе, это была только работа-дом. Вот. Ну, я решил, что дай попробую себя, может быть, какие-нибудь курсы, не знаю, какие-то, ну, хобби себе какое-нибудь найду. Я просто открыл ноут, посмотрел. Ну, мне, в принципе, на самом деле было все равно. Это было там, не знаю, парапланирование, вязание крестиком, вышивание, без разницы что. Ну, так получилось, что тогда активная достаточно агитация была IT-академии, то есть, ну, везде вот всплывающая. Это контекстная реклама, наша. Да. Вот. И всплыло как раз... что-то типа, хочешь там зарабатывать миллиардов, приходи к нам, мы тебя научим. Вот. Но я решил, ну почему бы не совместить приятное с полезным, миллиардов все-таки заманчиво там, да, звучало. И вот, собственно, так я и попал. То есть я просто пришел на курсы, как-то отучился. Причем первый курс именно в академии, это было, естественно, как-то отучился. Я там еле-еле закончил даже. У нас там, в принципе, из группы вот эти сертификаты получили. Человека 4, по-моему. Из скольки? Из 12. Да, из 12. Окей. Немножко вернемся назад. Скажи, типа, откуда это желание появилось вообще что-то поменять? Просто захотелось, типа, давай новое хобби найду или что? Ну да, у меня как-то так сложилось, что я раз, наверное, года в 2, в 3, ну, в среднем 2,5 года где-то менял место работы. То есть я там поработал в одной компании по распределению, 2 года как раз-таки я там отработал. Потом там 3-4 месяца я еще поискал новое место. Потом, в разных местах. То есть там и на «Газпром» попал, наш белорусский «Газпромнефть», и на «Амбассадоре» поработал, там Минский завод виноградных вин, и на NTT поработал. Короче, вот это была запланированная смена работы? Ну, как-то вот через определенный такой промежуток времени мне нужно было, да, что-то менять. То есть сейчас вот в IT, слава богу, мне можно менять, скажем так, проекты, да, то есть не уходя из одной компании в другую. Тогда это было достаточно проблематично, ну, потому что, как бы, организация одна, должность у меня одна, как бы, сказать, что я не хочу больше работать логистом, сегодня я хочу работать бухгалтером, ну, меня бы не поняли, мне все равно пришлось бы искать новое место. Вот. Поэтому какое-то, ну, такое вот желание, оно возникало, само собой, периодически, и сейчас вот оно как-то совпало именно в тот момент. Найдя курсы, ты сразу пошел на Java?
Это был осмысленный выбор, или ты просто наткнулся на курсы? Это было опять примерно так же, как я, в принципе, решил попасть в IT. То есть я открыл, там стартовали, ну, там даже не стартовали курсы, там, в принципе, был набор на курсы. Такое абстрактное достаточно объявление, хочешь стать программистом. Я зашел к ним на сайт, там много было, на самом деле, на неделе стартовала. Неделя, плюс-минус, там, дня 3-4 стартовали и JavaScript, как я помню, Python, PHP. Я тогда думал, что PHP это круто, я с ним когда-то там еще в школе, наверное, на первом курсе более-менее что-то там работал, какие-то там сайтики делали на PHP. Я думаю, ну вот, тут я, наверное, что-то буду понимать, потом смотрю JavaScript, думаю, ну, про JavaScript слышал, там HTML, CSS, JavaScript, ну, что-то вот из одной области, какие-то слова такие, думаю, ну, тоже можно, но они стартовали там 11-13 дней, то есть вот от того дня, когда я читал это объявление, а Java стартовала через 3 дня. Я решил, думаю, ну, попробую, может быть, есть место в группе. Я позвонил, и действительно место в группе было, причем оно было одно, и вот так, поэтому Java. Не было ли страха от кардинальной смены рабочей атмосферы? Ну, то есть многие люди боятся пойти программировать, потому что думают, что там много математики нужно, что это сложно. Было у тебя такое вообще или нет? Не, наверное, не было абсолютно. То есть, ну, я пошел на курсы, это начальные курсы были, то есть там, в принципе-то, я понимал, что математики-то мне особо не понравилось. То есть мне было интересно узнать, в принципе, что такое переменная и как это вот нажимаешь кнопочку, и там Hello World выскакивает. Она не просто, что я в блокноте написал. Вот. И я когда написал свою первую программу Hello World, я понял, что, ну, все просто, теперь я умею программировать, как бы. А ты думал тогда, что ты пойдешь на работу программистом? Или ты по приколу просто пошел на эти курсы? Ну, я пошел, чтобы себя занять, на самом деле, изначально. То есть, ну, у меня, конечно, был план, то есть, там, первое-второе занятие, я думал, прикольно, то есть, что-то пишу, что-то где-то работает, но тогда же еще непонятно даже, что там, что работает. То есть, ты что-то написал, а оно, что-то там происходит, а ты этого не видишь. То есть, руками нельзя потрогать. Ну, чего нельзя сказать там о верстке, дизайне, например, там сразу рисуешь и видно все. Вот. И поэтому где-то занятие, наверное, с 5-го, когда я уже там первый свой цикл написал, типа, ну, калькулятор был какой-то, то есть, он там... Я даже не помню, то ли алгоритм какой-то там простенький считался, вот. Ну, в итоге, как все такое, я просто запустил эту программу еще, по-моему, к Shift F12, Shift F10 в идее, то есть мне не надо было мышкой нажимать на этот значок play зеленый в идее. Вот. И оно что-то мне посчитало и выдало на экран. То есть там рандомно уже числа генерились, там я заранее не знал, какой ответ будет. И тогда решил, ну почему бы нет? То есть я могу рандомно генерировать что-то. То есть если я здесь испортил там программу, я могу портить программу в коммерческих целях. Но так как-то и повелось. Сколько времени заняли курсы до трудоустройства? Вообще обучение, не курсы, а обучение. Обучение... Ну, наверное, до такого осмысленного, когда вот я знал, куда я хочу попасть именно на работу, и вот с момента старта где-то год. Да, где-то год у меня заняло. И весь год ты работал параллельно, да, на основной работе? Правильно ли я понимаю? Ну, большинство этого времени, да. Последние 2-3 месяца я уже уволился. То есть... Расскажи подробнее, что тебя занимало весь этот год. Ты же не только Java, наверное, изучал? Или это только изучение Java и вот всего environment вокруг? Ну, понятное дело, что это не сухое изучение языка, то есть везде нужны какие-то паттерны, какие-то решения, то есть просто писать код, скажем так, мало чем будем отличаться от обычной, ну, не знаю, от автогенерации того же кода в идее, да. Да, то есть книжечки, вот есть такая, например, книга отличная, это Gang of Four написали, то есть банда 4 про паттерны проектирования. Да, ты то хочешь есть сказать, что ты обучаясь, почитал? Я пытался их понять. То есть мне сказали, что это отличная книга, говорят, почитай, будет полезно. Ну, всегда есть старшие коллеги, которые работают там год, 2, 3, 4, да, они вот как раз где-то... Ну, эту книжку, я думаю, что надо было начать читать после там года где-то, вот, чтобы понимать хотя бы, о чем там написано. Мне сказали, будет полезно. Сказали, будет полезно те, кто уже работает, надо прочитать. И я ее почитал. Ну, не всю, я там, не знаю, наверное, 3 сил, понял, что, в принципе, дальше мне будет понятно ровно так же, как и сейчас, то есть ничего. Природа. Кто из вас в детстве не играл в казаков-разбойников? Я помню, как мы бегали по лесам, оставляли за собой метки, и это было очень круто. А что сейчас? В наше время приемы из игр начинают находить отражение не только в развлекательных проектах. Геймификацию внедряют многие IT-компании, привет ачивочной системе EPAM. Сам я на курсе 3 практически запустил игру, над которой с помощью телефона и GPS должна была помогать знакомиться моим сокурсникам, за что они получали виртуальный экспириенс для своих виртуальных аккаунтов. И это было 8 лет назад. Поэтому неудивительно, что сейчас многие процессы геймифицируются. А, пожалуй, самое передовое направление в геймификации – это образование.
Уже сейчас можно изучать программирование в удобной и реально крутой игровой форме. И самым ярким представителем Рунета в этой сфере является платформа по изучению Java Java Rush. Java Rush — это интерактивный онлайн-курс по программированию на Java с нуля. Пройдя этот курс, вы получите более 500 часов опыта программирования. На курсе вас ожидает огромное количество практических задач, возрастающие сложности, короткие лекции с сюжетом и игровой формат обучения. За правильное решение задач вам будут начисляться баллы, которые позволят открыть следующие уровни. Курс изучения Java на Java Rush состоит из 4 квестов: Java Syntax, Java Core, Java Collections и Multithreading, в рамках которых вы изучите абсолютно все аспекты языка, узнаете о принципах ООП и познакомитесь с паттернами проектирования. Одна из главных фишек курса — это автоматическая мгновенная проверка задач. Вам нужно сделать всего один клик мышкой, и если ваша программа написана правильно, вы сразу же об этом узнаете. В Java Rush вы получаете не только условия задачи, но и список детальных требований к ней, состоящих из 5-10 пунктов. Более того, после проверки вы увидите расширенную информацию по тестированию вашей задачи, и будет ясно, какое требование ваша программа выполнила, а какое нет. Начиная с 3-го уровня вы будете писать программы в профессиональной среде разработки IntelliJ IDEA. На сайте есть раздел «Помощь», созданный специально для обсуждения решения задач. Там вы можете опубликовать свое неработающее решение и попросить помощи или совета. С 20 уровня становятся доступными мини-проекты, которые состоят из десятка обычных задач, связанных вместе. Каждая задача непосредственно связана с предыдущей, и вы дописываете уже созданный вами ранее код. С помощью мини-проектов вы сможете существенно улучшить свои навыки и написать такие программы, как Tetris, Змейка, эмулятор системы заказов ресторана и другие. А еще с 35 уровня для премиальных подписчиков открывается возможность стажировки, в рамках которой ученики получают опыт работы с платформой Java Enterprise и создают полнофункциональное приложение на Spring GPA Enterprise с авторизацией и правами доступа на основе ролей. И, кстати, мои самые преданные подписчики знают, что я ярый фанат .NET и не особо жалую Java. Но, честное слово, посидев пару часов за интерфейсом Java Rush, я очень сильно изменил свое мнение в лучшую сторону. Умею черти соблазнить. Из года твоего обучения, сколько тебя заняли курсы? Либо ты весь год ходил на курсы, самообразовывался, либо нет? Курсы, сейчас скажу, где-то 6 месяцев. 6 месяцев заняли курсы, где-то 6 месяцев. Ну, это был промежуток. То есть, когда я закончил IT-академию, я собирался идти именно... Ну, у меня конкретно была цель попасть в... Тут можно же говорить название компании, да? Конечно. Отлично тогда. Я хотел в EPAM попасть. Вот. Ну, это у меня как, то есть, самоцель была. Мне предлагали в какие-то маленькие компании идти на стажировки, потом там на трудоустройство. Но вот у меня знакомые работали в EPAM. Я очень много слышал, что это хорошая компания там, для становления такого, чтобы понять сами процессы, бизнес-процессы. То есть там все... Ну, насколько я там поработал, да, действительно, там достаточно строго поставлено вот именно методологии, то есть сами. Вот. И у меня как самоцель была попасть именно туда. То есть там была разбежка достаточно большая во времени между окончанием моих курсов в IT-академии и следующим началом внутренних курсов. То есть, ну, сразу попасть в лабораторию эту ипамовскую я даже не планировал, потому что нам нужны были какие-то знания. А я же говорю, я закончил курсы, как я сам не понял, я их закончил. Вот. Поэтому мне нужно было еще что-то понять, в принципе. То есть сначала написал, а потом понять, почему это заработало. В итоге ты в лабу попал? Да, да. Ну, после курсов, естественно, их внутренних, я попал в лабораторию. И уже через лабу, я так понимаю, первая твоя работа – это EPAM, да? Да, да. Можешь чуть-чуть рассказать, чем ты там занимался, сколько ты там проработал? На EPAM проработал где-то 2,5 года. У меня так получилось, что я сразу попал в самый... Это раньше был просто такой проект, скажем так, на EPAM, потом это перешло в самый большой юнит на EPAM. Сейчас самый крупный заказчик – это Thomson Reuters заказчик. Вот я к ним в юнит попал. И так получилось, что я попал еще на их самый крупный проект. То есть самый крупный заказчик, самый крупный проект. Я даже не скажу, сколько он уже пишется, то есть сколько вот он в разработке, скажем так, в активной. Но когда я туда пришел, я понял еще меньше, чем я понимал на курсах и в лаборатории. То есть там все было как-то вот свое. То есть мне сказали, там будут классные технологии, то есть там стек такой большой, там и фронт, и бэк, и там, не знаю, Spring, Hibernate, там есть, и, ну, говорят, там и Hibernate, там и что-то Eclipse линки есть. Короче, то есть все, такое. Что хочешь. Облако, микросервис. Да, а когда ты начинаешь, вот только-только начинаешь, это как обычно, да, то есть написал Hello World, ты думаешь, так, что бы дальше изучать? Ну, наверное,
не знаю, наверное, машин learning буду изучать, да, или сразу там... Ракету запущу на Марс. Да, в АИ пойду что-то, не знаю, что-то творить. Ну, всегда такое желание есть. То есть вроде как научился там переменные складывать между собой, все, следующий шаг это написать там свою, не знаю, свою нейронную сеть. Вот. И, естественно, меня это так привлекло, то есть столько технологий, я столькому научусь, меня заперли на этот проект, я открыл, я понял, что я ничего не понимаю как бы в этом, и где-то, наверное, месяцев 7 я фиксил баги, то есть, причем там даже это было делать проблематично, потому что проект большой, и, ну, правильная, скажем так, методологии у нас там всегда использовались в плане организации работы, поэтому, чтобы просто исправить какой-то баг, это нужно было и митинги, и апрувы получить, и это все шло со стороны заказчика, то есть достаточно долго. Вот. Слушай, а вот я знаю, что в Лабу ИПАМа многим сложно попасть, потому что там еще очень сильный отбор по языку, по английскому. У тебя с этим все good было? Ну, в целом, да, наверное. То есть я не знаю, на самом деле, почему. Я никогда не изучал английский язык так вот целенаправленно. То есть у нас он был в школе, ну, я не знаю, как я его посещал. То есть я присутствовал иногда на занятиях, и то это было, наверное, половину времени. То есть я языками никогда не увлекался, но вот как так получилось, что я много игрушек там в детстве повидал, скажем так. Они все в основном на английском, потому что пиратские, короче, потому что лицензионные никто не покупает почти. Вот. Ну и потом, естественно, мне как-то сказали, что нужен будет английский, а изучать мне его особо негде было, потому что как бы подтягивать сразу и техническую часть, и часть с английским языком, это достаточно проблематично и, не знаю, высасывает очень много энергии. Я пытался просто и книжечки читать, и что-то такое, и программировать. Вот. Ну, то есть, если в одном шло хорошо, то в другом, естественно, шло все не так хорошо, хуже. Вот, поэтому я просто, скажем так, перевел весь свой environment на английский язык, насколько это было возможно. То есть, слава богу, у меня уже там смарт-телевизор был, то есть он у меня перешел на английский, все программы у меня перешли на английский, плейлисты перешли на английский, телефон тоже перевел на английский, литература, естественно, тоже по максимуму смотрелась на английском. Ну и, понятное дело, то есть Stack Overflow, это, скажем так, наше все, оттуда тоже все шло на английском. Поэтому, насколько я вот мог, я 3 месяца, что шли курсы, я все 3 месяца пытался по максимуму тянуть информацию для себя именно из англоязычной, скажем так, части интернета. Вот. Ну, наверное, помогло. То есть я более-менее собеседование прошел. Я тут еще забыл спросить тебя до работы в ЕПАМе, в то время, когда ты начал обучаться программированию интенсивно, как к этому отнеслись вообще родственники, друзья? Все-таки ты там уже был достаточно сформировавшейся личностью, да? Ну да. Сколько тебе было, когда ты начал это делать? 28, 29, наверное, вот 30 лет. Не было какого-то 30 лет, да, хейта, что, мол, куда ты попёрся? Ну, мне как бы, скажем так, из родных и близких, то есть, ну, скажем так, круга более близкого к моей семье, мне, естественно, поддержали. Ну, потому что, во-первых, все привыкли, что я постоянно меняю какое-то место работы, увлечение, там, то я хочу на велосипедах, я и по горкам на велосипедах, то есть гонял, там, ломал себе, конечно, потом там тайский бокс еще был после института, то есть не то чтобы там для здоровья пошел заниматься, мне же надо все по максимуму, потом пошел к соревнованиям готовиться по этому боксу. Вот. Ну, тоже я доготовился настолько, что больше после этого никогда ему не занимался. Вот. Поэтому там отнеслись спокойно, а на работе коллеги, ну, естественно, то есть как только я уходил на курс, у меня в 6 часов заканчивалась работа, потому что в 6:30 начинались курсы, мне нужно как раз полчаса было доехать. Ну, там было достаточно много негатива, потому что многие говорили, что, не получится. Вот, и, скорее всего, 30 лет, у тебя не тот склад мышления, там нужно образование, вот как раз-таки вот эти стереотипы, что тебе нужна математика, тебе нужны какие-то там, я даже не помню, как говорили, грубо говоря, там теория алгоритмов, да, нужна что-то такое. То есть у тебя не тот склад ума. Можешь показать им факт. Да. Вот, типа не тот у тебя склад ума, и это вряд ли что-то тебе даст. Не знаю, как-то говорили, что напрасная трата денег и времени, лучше бы поработал. Вот. Я даже в какой-то момент к этому прислушался и пошел, не то, что у них там лучше работать, я пошел по собеседованиям, по своему предыдущему профилю, да. И вот слава богу, что меня тогда как раз кризис вот этот вот стукнул, что очень тяжело и работу найти было, очень многих людей контракты не продляли, то есть, и в целом по рынку я пошатался где-то, наверное, месяца 2, ища тогда работу, в поисках работы. Вот, и меня не брали. Потом взяли на одно место, в принципе, даже достаточно неплохо там было, сравнивая с моим предыдущим местом работы. Вот.
Но в тот момент мне уже позвонили как раз из EPAM и сказали, что меня берут в лабораторию. Ну, естественно, я отказался. То есть, ну, в лабораторию меня брали на бесплатно, там меня брали за деньги. Как-то я так подумал, что, в принципе, может выгореть, то есть, может какая-то перспектива там и получится. И я решил, что, ну, почему бы не попробовать? То есть, если берут, пускай этот кризис пройдет, если что, потом найду себе работу. То есть, слава богу, там что-то себе отложить успел, то есть, мне, я думаю, где-то там на полгода, на годик хватило бы. Ты когда переходил в EPAM, вообще, когда ты переходил в IT, рейт у тебя был как у жуна, ну, логично. Да, да. Сильно ли это отличалось от того, что ты зарабатывал на своей основной работе? Ну, да, прилично. Не прилично было ли отличалось. из-за этого опасения, что ты не туда идешь? Ну, опасений, наверное, не было, потому что мне на тот момент уже начало нравиться. То есть я уже в тот момент я не просто там какие-то там циклики писал, я там уже мог сайтик какой-то написать. То есть я мог что-то написать и дать другим людям, скажем так, потрогать, посмотреть. Ну, мне это было просто очень как-то интересно и, как говорится, по кайфу. Да? То есть я уже что-то писал, я понимал, что я делал. Ну, начинал, скажем так, понимать, что я делаю. Вот, уже интерес появлялся. Ну, и как-то... У меня сейчас, на самом деле, нет таких вот предпочтений, что там на 500 долларов, например, больше платят, все, надо идти туда. Ну, нет, абсолютно нет. То есть сейчас мне, если эта работа интересная, если у меня коллектив хороший, то, ну, смысла менять. Как бы есть... У меня как-то такая психологическая планка вот в плане именно зарплат, да, в IT когда-то была вот достигнута, и вот я, как бы, ну, если ниже нее, то да, там будет какой-то дискомфорт, вот, но... Тем не менее, сейчас, как вот HR на собеседованиях очень часто спрашивают, там, что у вас на первом месте, там, зарплата, там, коллектив, проект, технологии. И вот как-то изначально, да, зарплата была сверху, а потом так она ниже все становится. То есть не настолько уже значительно. Ну, слава богу, к сожалению, это только в Беларуси у нас, но тем не менее. Ну, в СНГ, да. наверное, больше. Вот, ну да, поначалу было очень дискомфортно, потому что зарплата отличалась где-то, наверное, не на сколько, а в раз в 5, наверное, в 6. Так вот. То есть, ну, у меня там от сезона зависело, это в торговле работал, поэтому если там все хорошо в сезон, прям, ну, тогда да, раз в 5 где-то получалось. Нифига себе. Это было, да, это было достаточно дискомфортно. То есть, когда я понял, что получаю зарплату, и мне нужно вот сейчас там заплатить, например, за коммунальные, ну, потому что ни для кого не секрет, что у джуна очень низкий рейд, на самом деле. Ну, вхождение, особенно вот в возрастных таких, например, как я, то есть, понятное дело, что тут, с одной стороны, человек, возможно, я не знаю, как это смотрится со стороны работодателя, возможно, человек более лояльно будет относиться к своему работодателю. Но, с другой стороны, это действительно это переученный кто-то человек. То есть ты хочешь сказать, что эйджизм сказывается на рейтах в том числе? Ну, я не знаю, я думаю, что возможно так. Ну, то есть конкретных каких-то примеров на своем опыте ты не ощутил? Ну, именно в Java я как-то на самом деле и не пытался вдаваться вот именно в рамках, скажем так, Java, то не знаю. Окей, за 2,5 года в EPAM до кого ты успел дослужиться? И почему ты сменил свою работу? Место работы. В EPAM, да. В EPAM, например, там есть строгая система рейтингов, то есть там ты хоть каждый день заходи к себе, скажем так, в профиль своей страницы, да, и можешь смотреть, там, какой у тебя, то есть там ты junior плюс, там, middle плюс. Вот. У меня было, получается, D2, это middle, потом перешел на проект, то есть там вроде как D2 key developer. У тебя D2 было сходу после лаба? Нет, понятное дело, нет. Это где-то через, наверное, первая возможность была месяцев через 5 получить D2, но я пошел его получать через месяцев 9. Там, если кто-то из EPAM будет смотреть это видео, есть такая очень интересная система, если ты переходишь на D2, вот, ну, скажем так, когда у меня была первая возможность перейти на D2, можно было получить промоушен, получается, по тайтлу, то есть свой, скажем так, рейтинг, должность, что ли, я не знаю, как это повысить. И к этому, скажем так, приурачивалась промоушен финансовый. Вот, но я, наслушавшись, опять же, своих старших коллег, я сначала по максимуму получал промоушен финансовый, то есть там где-то технологии выучил, курсы закончил, то есть и как-то вот по максимуму, потом шел на D2, к которому также, опять же, прилагался промоушен, то есть... Лайфхак. Ну, я не знаю, насколько лайфхак, но меня как бы устраивало. Вот. А ушел просто потому, что проект был, опять же, это Thomson Reuters большой еще такое... юнит, проекты все большие, и очень тяжело было как-то действительно в них развернуться. Да? То есть они уже все давно были запущены, архитектура была строго выстроена. То есть там, если это было добавление какой-то новой функциональности, то оно такое минорное было, и в принципе оно мало отличалось от уже существующего. То есть, грубо говоря, там полмодуля берешь, копируешь и просто немножечко рефакторишь, меняя название. Слушай, ну EPAM же большая компания. Почему ты не перешел из одного проекта в другой в рамках компании?
на самом деле я даже не знаю, почему в рамках... Ну, нет, я знаю, почему в рамках компании я не перешел. Во-первых, из Thomson Reuters достаточно проблематично уйти, потому что, ну, скажем так, не проблематично, наверное, даже уйти. Тут было бы желание, да. Проект сам располагался прямо через дорогу от моего дома. То есть я выходил, если мне надо было к 9 на работу, я в 8:55 выходил из дома, переходил по переходу и заходил в бизнес-центр, где мы располагались. То есть это, опять же, определенный отпечаток там накладывает. Да? То есть не хотелось уже ездить куда-то там час, например. Вот, это первая причина. И у нас в здании в этом находилось несколько проектов, то есть я на несколько проектов ходил собеседоваться. Они, в принципе, ну, не сильно отличались по стеку, а тогда я, ну, в тот момент мне как бы критично было прям вот новые технологии, чтобы мне тогда еще не помню, что значит динамика там развития проекта, например, насколько он там, не знаю, насколько он интересен там для инвестора, будут ли туда какие-то новые фишки добавлять в этот проект, будут ли там что-то выпиливать, рефакторить, может там будут монолит на микросервисы как-то разбивать. То есть мне было интересно так, что Spring, Hibernate, ну это стандартный, в принципе, стек, да, плюс там по фронтенду можно было что-нибудь там Angular какой-то себе выбрать. Вот. И это было примерно одинаково во всех проектах на Thomson Reuters. Это я уже потом понял, что это примерно одинаково во всех проектах. Вот. И поэтому я искал чего-то такого прям нового, и вот, собственно, поэтому ушел. Следующее место работы это было Софтека? Да, да. То есть компания, в которой мы сейчас работаем. Кстати, спасибо Софтека за предоставленное место для проведения интервью. Долго ли ты искал вот это вот новое место работы? Сколько ты собеседований проходил? Как проходил вообще процесс? То есть у тебя же по факту была первая полноценная сессия собеседований в IT, насколько я понимаю? Ну, нет, это была уже не первая. Первая у меня полноценная была сессия собеседования, опять же, для промоушена. То есть мне нужно было... Мне очень хотелось, да. У меня к тому моменту планировалась свадьба, ну, и мне хотелось уже как-то не откладывать там 80%, 90% зарплаты, а хотелось как-то чуть посвободнее. Потому что, ну, и кушать хочется, и свадьбу это хочется. Это в каком году? Это был последний год от моей работы в EPAM. Вот. И тогда я действительно активно походил по собеседованиям, пособирал офферов. И вот, не знаю, не то чтобы шантажировать, я так пришел спросить, не хотят ли повысить зарплату. Мне сказали, что, ну, как бы, не то чтобы очень хотим, но я тогда уже, скажем так, слушай, сказал, что у меня ну, вот есть окей, это все понимают, многие так делают, как бы я за это блеймить не буду. Мне интересно, а что ты говорил на собесах, когда приходил? Ну, там же спрашивали, мол, готовы ли там пойти работать. Ты прям так и говорил, я просто хочу оффер поднять у себя на работе? Нет, я не говорил, конечно, что хочу оффер поднять. Мне бы сказали, ну, тогда не получится, мы его просто не отправим, этот оффер, да? Потому что, ну, смысл на меня тратить время, если я к нему не планирую. Ну, то есть ты, получается, юлил? Нет, я не юлил. Почему? У меня была, в принципе, идея была сменить проект, ну, у меня была идея сменить действительно проект, тогда вряд ли эту компанию прям рассматривал, но я не исключал абсолютно того, что если что-то будет действительно интересное, ну, то есть иногда очень приятно просто пообщаться с HR, с техническим специалистом, и вот ты понимаешь, что вот уже, а почему бы не сменить компанию? Действительно здесь может быть интересно и хорошо. Какие бы ты ключевые точки выделил в своем становлении вот тем программистом, которым ты сейчас являешься? Наверное, да, что-то такое было. Я когда-то... Это вот момент, когда я еще выбирал между фронтенд и бэкенд еще, я помню. То есть, да, у меня в самом-самом начале я еще вот заканчивал лабораторию тогда, пошел на первый свой проект, ну, на большой, это Thomson Reuters. Так как он, я уже сказал, был большой, то есть были долгие процессы согласования. Первые там месяца 3 у меня, естественно, ну, такой, как сказать, excited весь был, воодушевлен этим новым проектом, новыми людьми, и что вообще, в принципе, я в продакшене. Вот, я работал усердно. Потом я понял, что, в принципе, тут как усердно не работать, все равно это все будет достаточно долго, потому что и процесс согласования долгий, и код-ревью достаточно такое не быстрое. Вот. И хотелось найти себе, опять же, какое-то увлечение, чтобы чем заняться, например, свободное это время. Да? И я решил посмотреть в сторону фронтенда, потому что, скажем так, исправление багов, оно, в принципе, не очень мне интересно было, потому что это, во-первых, и бэкэнд, и фронтенд, там же юзер что-то не видит, например, на фронтенде, и для него уже это ошибка, а это ошибка, например, у меня на сервере. Вот чтобы до этого докопаться, мне как-то, ну, было бы проще это все делать, если бы я разбирался, что там происходит, скажем так, наверху. Я сначала прошел курсы по JavaScript, онлайн-курс, я даже не помню, JavaScript стадии или что-то. Ну, как-то так вот сайт называется, я не помню точно. Вот, прошел их, в принципе, более-менее понял, как эта штука работает, и решил попробовать еще Angular. На тот момент это второй Angular был. Ну, уже лучше, чем первый. Ну, наверное, я с первым вообще не имел дела. То есть у меня в лаборатории от нас
от нашей группы, скажем так, отошел человек, который научился на Java, и он пошел именно на фронтенд. Вот он тогда мне сказал, говорит, второй Angular можешь посмотреть. Я посмотрел второй Angular, даже написал несколько своих таких вот приложений. В принципе, тоже мне так интересно было. Ну, тот же, грубо говоря, опыт, TypeScript, то есть Но ты же остался в бэкэнде. Да, так вот почему я в нем и остался. После этого у меня была смена такая, немножко деятельности модуля внутри моего проекта, то есть я поменял модуль. Я сначала работал на модуле алертов. Это там модуль был, который уведомления рассылает e-mail, ну вот все в этом духе. Вот, и перешел на модуль поиска. То есть, ну, это, понятное дело, это более нагруженная какая-то система, даже самого там, да, alert и search модуль. Вот, и она постоянно, то есть, задействована всеми другими модулями. Работы мне прибавилось, но, опять же, это все изначально тяжело, много непонятно, потом все как-то устаканивается, более-менее ориентируешься. И вот когда это устаканилось, я решил так, у меня незаконченное дело осталось с фронтендом, с Angular. Я решил посмотреть с Angular, и в тот момент он уже был 4-й. То есть уже 4-й надо было смотреть. Да. Я вроде как не сильно понял, что произошло, и думаю, опять спрошу у коллеги своего, ну, который со мной учился на Java. Он говорит, ну да, Angular это круто, говорит, но сейчас очень модно React. Я тогда уже, у меня тогда диссонанс начал возникать. То вот год назад я начал учить Angular, то вроде что-то из мира JavaScript. Потом мне говорят Angular 4. Говорит, ну, это можно учить Angular 4, если хочешь апгрейдить Angular, но там уже есть React. Я говорю, ну, ладно, хорошо, React. Что-нибудь еще из этого может? И говорят, да, вот сейчас как раз Node.js, и на нем можно писать там фронтенд, бэкенд. И, короче, мне просто слов набросали, говорят, вот сейчас это модно. Год назад этого я еще не знал, даже слов таких, и коллега мой слов таких не знал. И я решил, что как-то я хочу туда, где немножечко поспокойнее, и вот как-то я так отошел от фронтенда. Ну, то есть вот тогда я решил, что нет, все-таки Java мне бы нравится больше, там все как-то постабильнее все-таки. Давай перейдем к нашему основному разделу интервью, раздел про Java. Для начала расскажи немножко про историю возникновения языка вообще, откуда появился, сколько развивался, что у вас там интересного есть? О, господи, появился он достаточно давно, я историю уже и не помню его всю эту историю. Я помню, что он Sun Microsystems появлялся, его изначально он даже изначально не Java назывался. Ну, потом был выкуплен, естественно, Oracle, и Oracle занялся уже его развитием. По возможностям языка, что вообще на Java делают? Что Java умеет, какие задачи решают с помощью этого языка? Блин, ну Java делает все. Java это же не .NET, она все умеет. Ну, начиная с того, что я, как сейчас помню, когда я пришел на курсы, мне этим вопросом задавался, мне было интересно, что вообще смогу делать на Java. И тогда мне сказали программирование микроконтроллеров. Ну, в принципе, для меня это звучало, что? Микроконтроллеров? Ну. Это же плюсы обычно. Я тоже был в шоке. Я до сих пор этому не верю, я в это на самом деле никогда не вдавался в эту тему. Вот. Ну, для меня это для меня сейчас звучит программирование микроконтроллеров, потому что микроволновка, микроконтроллер не звучат одинаково. Вот. Как оказалось, короче, на Java там есть, во-первых, их 3 издания, да, то есть это MES, EEE. Давай подробнее сразу. Micro Edition, Standard Edition, Enterprise Edition. Что за они? Micro Edition, ну вот, я только что говорил про микроволновки. Вот, пожалуйста, микроволновка, оно для этого как бы и пошло. То есть на самом деле там какой-то тонкий... Очень, ну да, это такой, скажем, базовый минимальный набор, набор инструментов, которыми можно, в принципе, вот запрограммировать, там, не знаю, стиральную машину, микроволновку, там, пылесос, холодильник, телефон, вот раньше, да, на Java. То есть, какие у тебя игры, там, на Java игрушку скачать. Да, это Micro Edition, да, для телефончиков. Стандарт Edition, ну, в принципе, то есть, скажем так, золотая середина между Micro Edition и Enterprise Edition. То есть, если Enterprise уже будет использовать для каких-то больших Enterprise проектов, то есть, там, ну, например, если там брать соответствие, да, какие-то там фреймворки, то есть можно использовать Spring, можно там EGB использовать, да, это вот Enterprise Edition как раз такая штучка. А нельзя эти фреймворки запускать под SE? Типа, в чем разница? Вот там не хватает каких-то опишек? Или... Да. То есть для Enterprise Edition, Java издание Enterprise Edition, она просто тебе поставляет, скажем так, изначально гораздо больше набор инструментов. То есть, вот. Ну и Standard Edition это... То есть, я не знаю, какие-нибудь там десктопные, возможно, приложения. То есть я со Standard Edition и не работал-то, в принципе. Если у меня в Enterprise Edition есть все, что есть в Standard Edition, и это все бесплатно, то есть, ну, почему мне не взять сразу Enterprise Edition? А можно на Enterprise Edition делать игрушки маленькие? Вот эти вот, которые почему нет? Конечно. ME? Можно. Просто они будут больше, да? Ну, да, сама машина, грубо говоря. То есть
Можно же делать, я даже не знаю, как это объяснить, можно сделать замок из песочка в песочнице, можно сделать этот же замок из песочницы на пляж, из песочка на пляж. Ну вот, песочница и пляж. Там. Отлично, 3 таких подразделения. Что на EE, Java EE, Enterprise Edition можно делать с точки зрения, вот ты говорил, микроконтроллеры. Наверняка можно еще под веб. Не микроконтроллеры. В смысле, как-то Internet of Things, да? Ну да. Вот, не микроконтроллеры, забудьте. IoT. Что еще? Ну вот, да все что угодно, в принципе. Это бэкэнд любых сайтов, это микросервисы те же самые. То есть это... То есть по вебу? Ну, по вебу можно на Java фигачить. Да. То есть, ну, вот это не только, в принципе, по вебу. Это, ну, если такие понятия, да, там, SaaS, например, там, Software as a Service, да, то есть, вот, ну, Amazon, там, крупнейший там SaaS, да. Сомневаюсь, что там прям много-много всего на Java написано, но, хотя нет, там кода столько, что там и много-много всего на всех языках, я думаю, написано. А что насчет мобильных операционных систем? Android тоже? Это тоже Java? Android, ну, да, можно сказать Java. Ну, сейчас я даже не знаю, сейчас, ну, в любом случае это Java. То есть сейчас это Kotlin, скажем так, Kotlin это better Java практически, Про да. Kotlin чуть-чуть еще поговорим потом. Вот, ну, да, то есть изначально Android это, то есть на Java написано. А вот если смотреть на рынок потребления Java продуктов, что самое крупное, что идет за этим самым крупным? Второе, то есть вот по объему продаж кода на Java, что бы ты сказал, больше всего кормит вас? Веб. Веб-разработка, да, я думаю. А дальше следующее после веба? Следующее там мобильный как раз таки. То есть, ну, это благодаря, опять же, Android, да. То есть там миллиарды устройств на Android, и все работают на То есть и приложение это тоже все нативно на Java пишется под Android? Приложение пишется, в принципе, на чем угодно. То есть, хочешь пиши на Java, хочешь пиши на JavaScript. Она же достаточно удобная. То есть, ну, сам по себе Android. То есть, хочешь... не хочешь ты писать себе приложение прям вот как аппликацию, как application, да, на, грубо говоря, как APK-файлик, да. Там есть специальная штука WebView, то есть пиши на том же JavaScript, ты будешь находиться, там, грубо говоря, в браузере, но ты будешь находиться как в приложении. Ну вот. А можешь сказать немножко про сервер, под которым запускается приложение? Ну, типа, у нас, допустим, это EIS, у нас там нет никаких вот этих Java-машин, что это вообще такое Java-машина? Виртуальная машина Java, то есть это штука, которая, в принципе, все и запускает. То есть, ну, ты же пишешь код понятный, скажем так, практически читабельный для человека, да? То есть даже для непрограммиста он, в принципе, может понять, да, то есть тот же, не знаю, тот же цикл, тот же массив, тот же, не знаю, объявление какого-то объекта. То есть, ну, может быть, человек далекий от программирования не поймет, что он делает, но он поймет, что да, вот это какая-то новая штука, new, там, array list, там, новый какой-то массив чего-то там. Вот. Я уже забыл вопрос, но я понял, на чем запускается. Java-машина. Java-машина, да. Вот что это за зверь такой? Ну, виртуальная машина Java. В принципе, для того, чтобы нам запустить наш код, нам же нужно дать инструкцию нашему компьютеру, скажем, да, чтобы он что-то начал делать. Наш код ему никаких же инструкций не дает, он понятен нам только. Вот. Собственно, для этого и служит наша виртуальная машина. То есть есть такая штука, как компилятор, часть виртуальной машины, она наш код, который понятен программисту, понятен не только, скажем так, программисту, она его перегоняет в байт-код, который тоже, в принципе, читабелен, да, то есть только там уже как раз таки инструкции идут. Инструкции вот, пошаговые, да, то есть там записать переменную, присвоить такое значение, перенести в память, сложить, например. Вот. Виртуальная машина используется непосредственно для, скажем так, взаимодействия, вот, для передачи вот этих вот байт-код инструкций нашим, скажем так, процессорным. Может, тупой вопрос будет, но тем не менее, я когда слушаю виртуализация, виртуальная машина, у меня как сразу вопрос, а не тормозит ли это дело? Не тормознее ли это, чем там, не знаю, нативные какие-то сервера, вот для .NET у нас там на уровне винды вшит сервер, и как бы не надо никакие виртуалки поднимать. А на Linux у вас? А на Linux тоже? У нас нет. Ну вот, а мы работаем. То есть кроссплатформенность, да? Это да. есть. Ну, это раньше это вообще такой позиционировался прям основной плюс. То есть, ну, сейчас много языков достаточно похожих, я не знаю. Ну, это, конечно, опять же, преимущество, но такое. А какие ты можешь основные вообще плюсы Java выделить? Ну, кросс-платформенность. Да. Вот, естественно, код сам, который ты где-то написал, вот тебе уже все равно, в принципе, где он будет запускаться, потому что виртуальные машины, они для всех популярных операционных систем они есть, для всех непопулярных операционных систем они, наверное, тоже есть. Ну, практически для всех. Вот, то есть написано однажды, работает везде. Естественно, я уже не знаю, как старовер, что ли, не старовер, многопоточность, да, то есть это многопоточное программирование, это все как по книжкам, то есть там прям есть вот эти плюсы, они отдельно расписаны, да, многопоточность. Ну, пускай будет она изначально. А ты прям вот в работе с мультитрейдингом работаешь, да, ты прям
управляешь потоками, там, Ну, памятью? на основных своих проектах нет, но были случаи, да, были случаи, когда, ну, не прямо вот я руками уже им управляю, да, потому что там в 8-й Java, например, приходит, ну, в принципе, с развитием языка приходит достаточно много интересных Много таких чего из средств .NET управления. Ну, конечно, блин, только из .NET. Отовсюду воруем потихонечку, понимаешь? Не только из .NET. Вот, и всякие экзекьюторы, там, скедулеры, да, которые будут уже сами управлять потоками, мне уже не нужно особо париться. Окей, многопоточность. Ну, в принципе, язык достаточно понятный. Я не знаю, что еще. А что ты вкладываешь в понятие «понятный»? Синтаксис. Вкладываю синтаксис. То есть там же, опять же, много синтаксиса заимствовано из каких-то параллельных языков. То есть какие-то конструкции C взяты. В принципе, там даже кода много достаточно нативного, но на C написано. Ну, звучит так, будто бы Java хорошо. Да. Но нет, как бы, как это, нет бочки меда без ложки дегтя. В любом случае, что-то у вас плохо должно быть. Может, один самый-самый жирный минус, вот, на твой взгляд, твоей платформы языка? Минус. Блин, ну я даже сходу... Я про .NET вот сразу могу сказать, так, чтобы освежить память. У нас там очень часто забивают на поддержку снизу, особенно на библиотеках, на уровне библиотек. Ну вот в Java такого нет, поэтому я не могу это к минусу отнести сразу. Не есть ли минус то, что Java очень консервативная? Вот как раз-таки из-за того подхода, что все старое должно работать. И плетется как бы позади. Ну, в целом я даже не знаю, как это сейчас отнести к минусам, потому что я вот буквально немногим ранее говорил, что Java в последнее время достаточно часто выпускает релизы, обновления и, в принципе, новые версии. Да? То есть, если, скажем так, какие-то проекты работали там на 6-й Java, и они работают там до сих пор, например, на 6-й Java, ну, я не считаю, что это, в принципе, плохо. То есть, кто-то не хочет апгрейдиться на новые фишки. Да? Если кому-то это нужно, там, опять же, начиная с 8-й, я так считаю, что пошли такие достаточно крупные обновления, то есть, там уже и лямбды можно использовать, то есть, больше такой функциональности было привнесено в язык, да. Потом там в 9-м модульность добавляется, то есть, мы можем, скажем так, ограничивать куски нашего кода, да, в Java. То есть, ну, если я не хочу, чтобы у меня за пределами моего там пэкэджа, моего модуля было что-то видно, да, то есть, вот 9-й мне позволяет это уже сделать. Добавили этот модификатор доступа internal. У нас такое было. Ну, у нас вот тоже есть теперь. Мы же про сейчас говорим. Вот, ну и достаточно быстро, на самом деле, в последнее время развивается. То есть, версии выкатываются... Ух ты, я уже даже не помню, как каждый год или даже несколько год. Блин, ну не бывает, чтобы минусов у языка не было. Есть, конечно. Давай. Конечно, ну, есть, но я их не знаю. Ну, вот так вот даже если знаю, то я их не могу что-то вспомнить. А что вспомнить? Ну, высокий порог вхождения, наверное. Высокий порог вхождения у Java? Ну, насколько вот я читаю сейчас форумы, смотрю, то да, считается, что почему-то высокий. То есть там самый низкий порог вхождения идет JavaScript и Python, чего тоже мне, в принципе, не сильно понятно, потому что... Как ты думаешь, почему вот такая статистика? Может, есть какие-то мысли? Почему JavaScript и Python пониже? По JavaScript и Python там понятно, там говнокодить, не переговнокодить. Возможно. Ну, я шучу, конечно. По Java, почему? Ну, в принципе, наверное, потому что... Я не знаю, если сравнивать с JavaScript, если кто-то сравнивает эту статистику, да, то JavaScript, в принципе, функциональный такой язык. Ну, сейчас, понятно, там уже и ООП прикручено, и все это есть. Java, он изначально объектно-ориентированный язык, да, то есть это то, что он в парадигме ООП налагает более высокий порог вхождения из-за всяких принципов? Ну, возможно. Мне было достаточно тяжело перестроить мышление. То есть для меня почему-то, когда мне спрашивали, сейчас это я иногда спрашиваю у ребят, которые на курсы приходят, да, меня когда-то спросили этот вопрос. Вот есть у тебя массив, да, там числа разные, там 1, 3, 8, 4, 2, 14, не знаю, минус 6. Как бы ты написал алгоритм сортировки? То есть для меня было как бы все понятно. Ну, минус 1, он первый, да, там. Вот потом ищем двоечку и ставим второй. Вот, к сожалению, компьютеру тяжело сказать, да, что вот минус первый, он первый. То есть мне нужно как-то было написать эту инструкцию, то есть проходимся, смотрим минимальное число, потом ищем следующее, сравниваем, оно не меньше. Вот. Не знаю, зачем я этот пример привел, он вообще к ООП никакого отношения не имеет, блин. Но теперь мы знаем, что Рома спрашивает на собеседованиях, так что все боты реализацию пузырька. Это не собеседование, но это просто как бы, насколько человеку тяжело, откуда надо начинать объяснять. Вот, ООП, ну, в принципе, тоже, на самом деле, было тяжело достаточно перестроиться, потому что я не понял, как это сначала в программе нужно создать какой-то объект, который умеет что-то делать, потом он вызовет другой объект, который для него сделает еще что-то.
Ну, вот, и для меня было как бы проще написать подряд, да, то есть сделай так, сделай так, сделай так, ну, чисто функциональный такой стиль программирования, да, и как-то перестроиться на то, что из одного места кода будет вызван другое место кода, из того места кода еще, и вот это было вот очень сложно. Я не знаю, возможно, этим как-то оно. Ну, окей. Расскажи про фреймворки, самые ваши основные. То есть я много слов слышал, там, Spring, Hibernate, который, кстати, да. к .NET портировался, какие-то там Ant, еще что-то. Вот расскажи про эти все штуки. Да, первые два это, скажем так, фреймворки, прям фреймворки. То есть если раньше, ну, насколько, вот еще, наверное, пару лет перед тем, как я попадал в IT, да, это было, скажем, такое, то есть это было как преимущество при, скажем так, при собеседовании на вакансию какую-то, да, то есть сейчас преимущество что? Знание этих фреймворков? Да, то есть сейчас это, скорее всего, как must-have такие технологии, то есть, ну, потому что, не знаю, более, наверное, 70%, в принципе, каких-то больших достаточно решений в Java, они построены на базе Spring. То есть Spring — это веб-фреймворк, да? Нет, это не только веб-фреймворк, это, в принципе, такое... Ну, изначально самая база этого Spring это просто контейнер, да, контейнер dependency, скажем так, хэш-мэп, да, то есть ключ значения. Это какая-то штука, которая лежит по какому-то ключу, лежит какой-то объект, и вот суть вот этого Spring Core самого всего, да, что он менеджит вот эти dependency, да, dependency, ну, вот все, что, грубо говоря, в этом контейнере есть. То есть это какой-то контейнер управления зависимостями? Да. Вот, то есть он, грубо говоря, что-то делает, когда объект создается, что-то делает, когда он удаляется, он с жизненным циклом полностью зовет. То есть мне больше не нужно, скажем, у меня отпала необходимость париться в том, чтобы написать вот здесь new объект создай, сюда его передай. Там, понятно, это этот принцип dependency inversion. Да, ну, DI, IOC, вот. Вот. Изначально, то есть в базе всего лежит вот эта штука, потом там уже, да, много модулей подключилось, ну, с течением времени, то есть MVC для работы с вебом и security. Это чисто спринговые модули. Да. И, ну, я их даже не перечислю, я когда-то даже Spring.ru баловался таким модулем. Это модуль вообще прикольный, он для генерации кода, то есть ты пишешь практически там человеческим языком, что тебе надо, откуда сгенерить, он тебе сам генерирует классы, зависимости, там, методы. Ой, это страшная штука была, потому что ты вроде пишешь какую-то простую вещь, что тебе нужно сделать, смотришь на код и думаешь, ну вот, удаляешь половину сразу, потом переписываешь из остального, делаешь еще половину, короче, 15% оставляешь того, что тебе надо. Все равно забавно. Да, очень классно, на самом деле. Ну вот я, наверное, не знаю, пару месяцев попробовал, но, естественно, в продакшн это не доходило. Вот. Ну и на самом деле еще много достаточно такое количество модулей. Вот там мне вопрос задавал подписчик один, типа в чем разница Spring и Java EE? Я так понимаю, Spring это по факту под множество, под Java EE, да? Ну, скажем так, Java EE, большинство Java EE, оно дает тебе API, да, для работы. То есть Spring вот это реализация. Да, реализация. То есть GPA, да, скажем так, интерфейсы, вот эти, которые, наверное, GPA, эталонная реализация, например, Hibernate, да, то есть persistence. Вот, поэтому, ну, Spring, да, сам такой популярно распространенный. Есть же и другие, в принципе, похожие библиотеки. От Гугла есть, да, то есть, ну, как... Тоже для Java? Да, у всех, в принципе, да. У больших вот таких вот корпораций, типа как там Apache, да, то есть Google. Вот есть какие-то аналогичные решения, как по коллекциям. Почему Spring такое распространение получилось, если там есть такие мастодонты, как Google? Когда Spring уже, в принципе, всеми использовался, Google только начал что-то подобное такое вот делать. Hibernate. Давай подробнее. Вторая штука, которая тоже, в принципе, встречается на собеседованиях, наверное, она всегда встречается на собеседованиях. Просто другой вопрос спрашивается, знаете что-нибудь про Hibernate? Да, нет, если да, то спрашивается. Вот. Но это, опять же, говорю, эталонная реализация GPA, да, это Java Persistence API. Вот. Предоставляем, опять же, Java, то есть Hibernate реализует. Есть еще много, ну, немного, на самом деле, из популярных таких аналогов. То есть, ну, Eclipse Link, например, да. Подожди, но Java Persistence API, она для чего сделана? То есть, я вообще фиг его знаю, что это за такое хрень, что за API-шки? Для работы с данными, то есть для работы с данными. С любыми данными, да, и базы, или как? Ну, с базой данных, то есть, например, да. То есть Hibernate это непосредственно такая штука, ну, то есть, если мы уже про него говорим, да, то Hibernate такая штука, которая, во-первых, это ORM-фреймворк, да, то есть, который будет нам мапить, скажем так, наши сущности нашей программы, он будет мапить на сущности базы данных. До сих пор это через XML происходит у вас? Ну, уже нет, слава богу. То есть, окей, слава богу. Я помню, на .NET код был Hibernate, там все на XML было. Вот, ну, я, на самом деле, иногда даже и в XML можно Ну, это более гибко, как бы, ну, просто мозг подгружает. Хотя...
Не знаю. Если тебе нужен прям порядок, и ты хочешь в одном файлике видеть свои, то вот XML достаточно неплохо. Если, в принципе, хорошая структура кода, организация, архитектура, то, ну, мне удобнее, на самом деле, уже на аннотации смотреть. Вот. Давай немножко дальше пройдемся по вот, ORM-кам, кроме Hibernate. Наверное, у вас еще что-то есть или нету? Есть. Что? Ну, из такого более-менее популярного, что, в принципе, ну, не часто, я думаю, используют, ну, гораздо реже, в самом случае, чем Hibernate используется, это Eclipse Link, например. Вот, апачевская штука. И я даже еще несколько штук когда-то пробовал пользовать, ну так, в учебных целях, просто для сравнения. И название их я уже не вспомню. А вот Hibernate, он же сдвоенной машиной является, по факту, которая позволяет, не работая с SQL, работать как бы с данными, да? Ну, да, в 99% случаев. У нас, допустим, в .NET есть похожая штука, но Hibernate есть, и есть Entity Framework, и они показывают не очень большую скорость работы, поскольку там дофига всякой логики происходит, да, чтобы преобразовать тут код программиста в какие-то запросы. Может, есть какие-то у вас микро-ORM-ки, которые вот прям шустрые-шустрые? Вообще, можно ли у вас прям SQL запрос писать, напрямую отправлять? Ну, можно, наверное, да? Так и в Hibernate это можно сделать. Напиши ты... Там, во-первых, он несколько вариантов работы с базой поддерживает. То есть, хочешь, пиши чисто вот в объектном стиле, да, то есть там есть критерии, там есть HQL, то есть это прям хибернейтовский, там, Hibernate Query Language. Он похож, в принципе, и на SQL, но ты пишешь, скажем так, ты пишешь SQL-запрос с точки зрения объекта. То есть, если тебе нужно там какой-то селект выбрать, то ты говоришь, например, select, как раз объект, поле, которое тебе нужно, да, ну и откуда, то есть, опять же, from, просто пишешь не название таблицы, а пишешь другой объект. Это прям как бы код, да, который это не код, это строка. Анализатором... это строка. То есть это синтаксический анализатор, там ошибки не будет подчеркивать. Статический анализатор. Я не думаю. Окей. Вот. Ну, то есть звучит модно. Критерия, опять же, хорошая штука достаточно для использования. То есть там, если нужны же более сложные какие-то выражения, да, HQL, Native SQL, то есть обычные SQL-запросы можно писать. Поэтому, если нужен какой-то тюнинг для скорости работы с базой данных, вот, пожалуйста, как бы хватает. Там кэши подключать, тоже проблем никаких нет. Давай сразу туда еще расскажи, какие базы данных у вас де-факто используются как основные. Ну, основные ORM, я думаю, MySQL и MSSQL. MSSQL? Ну, небольшие проекты, почему нет? Прикольно. MSSQL хорошая база, быстрая. Спасибо. Мне прямо как-то стало так тепло на душе. Я недавно общался с человеком с проекта. Проект, рекрутинговая компания, там миллионы пользователей, ну, то есть высоконагруженное такое приложение, и вот они используют MSSQL. Ладно, давай дальше по фреймворкам. У меня еще тут есть слова, которые подписчики присылали. Я-то сам это не залазил никогда, и слава богу. Что такое JSP? Java Server Page. Что это такое вообще? Это такая HTML-штука. Короче, ну, это, грубо говоря, HTML с возможностью кодирования прям в нем программирования. Звучит как какое-то устаревшее говно мамонта, или это не так? Это примерно так. Ну, то есть, если ты сейчас будешь разрабатывать, тебе нужно разработать что-то быстро, ты во фронте там не волочешь что-то, как, например, тебе, не знаю, с объектами работать на своей странице, не хочешь изучать JavaScript, какие-то фреймворки, ну, в принципе, не хочешь даже смотреть в сторону, пожалуйста, можно использовать JSP, туда ты будешь подгружать свои теги, если тебе нужно прям какое-то кастомное поведение, там же ты можешь проводить какие-то вычисления, то есть, по итогу это в любом случае у тебя все конвертируется в сервлет. Сервлет. О, давай, тоже модное слово какое-то. Да. Вот, это все у тебя будет конвертироваться в сервлет, это, скажем так, прям вот Java класс, да, в котором у тебя будут проводиться все вычисления, и который тебе просто будет выводить, скажем так, результаты в нужном тебе порядке на твою страницу. Кусок кода, который генерит HTML-ку. Ну, почти так, да. Прикольно. С возможностью только там изменять что-то, какие-то данные, туда пробрасывать, не знаю, передавать себе, скажем так. Наверное, когда ты хочешь сделать там прототип какой-то, только Java используя, не заморачиваясь там по сервер-клиентной модели. Да. У меня это был, я считал, что это был плюс, но это у меня оказалось минус, когда я сдавал свой финальный проект в лабораторию. Я пришел, но я с такой гордостью сказал, говорю, у меня здесь только Java. Говорю, все на Java, JSP, говорит, ну а там же как эти... Bootstrapчик, там, JavaScript, знаете? Я говорю, нет, я же Java-программист, я даже это написал все на Java. И тогда на меня так посмотрели, как будто, ну,
Может, не знаю, может, они решили, что учиться просто не хочу или еще что-нибудь. А я прям искренне считал, что я вот очень круто все сделал, потому что это сделал на Java. И мне тогда никто не сказал, что это сделал на технологиях, которые, в принципе, используются сейчас, там, не знаю, на 2% проекта. Поэтому они в продакшн-то не сильно заинтересованы такими. Тебе дали в итоге диплом? Ну, там диплом не дают, там тебе говорят, что мы тебя берем в лабу или не берем. Мне сказали, что, ну, раз уж все равно не нас недобор. Следующий фреймворк, про который спрашивали, там Maven. Maven, да. Что за? Ну, вот Maven и Gradle, да, это, скажем так, сборщики проектов. Ну, то есть я не знаю, как там в других языках есть по аналогии. Я думаю, везде, в принципе, должны быть такие. Вот, то есть эта штука такая, ну, мощная и классная достаточно. То есть если раньше нам приходилось... Мне так точно не приходилось. Уже, слава богу, когда я учился, уже Maven вовсю работал. Вот, то есть компилировать, например, мне нужно было указывать компилятору класс PS, где искать внешние ресурсы, подгружать там руками себе библиотечки, какие-то джарки, все это запихивать в проект, рассказывать компилятору, где что лежит, какие там, где зависимости, для чего это все надо. Рассказывать, куда эти классы потом в итоге положить скомпилированные, как их там все делать. То есть это была огромнейшая строчка кода в командной строке, но потом пришел Maven, сборщик проектов, где все это просто лаконично и красиво указывается в XML-нике. Там, если тебе нужна какая-то зависимость, не нужно уже никуда лезть, что-то выкачивать, ты это просто указываешь там минимум, по-моему, 2 строчечками в этом XML, ну, то есть dependency, да, указываешь, что тебе нужно dependency подключить, версию даже можно иногда не указывать, но последнюю тебя подтянет. Вот. И все. Maven сам идет к себе в репозиторий, выкачивает эту зависимость, подкладывает тебе в проект, попадает она в класс PS. Там же есть стандартные такие плагины для сборки проекта, который сам тебе его соберет, то есть сам соберет по умолчанию, там положит в папку исходники в отдельную, там скомпилированные классы. И последнее, что меня спрашивали, это что такое end? Типа муравей? Ну да, тоже сборщик проектов. Тоже сборщик, да? Ну да. Окей. Я тут еще по ходу понял, что про Android типа ничего не спрашивали. Вот мне интересно, а что нам нужно сделать, чтобы сделать приложение свое под Android? Там нужно какое-то свое завязать, вот фреймворк какой-то свой или что? Ну там не фреймворк, там, скажем так, если в Java JDK, да, Java Development Kit, то в Android там есть SDK. Android SDK, Android Software Development Kit. Это как-то связано с Java EE, Java SE? Или это совершенно что-то другое под Android? Да, по сути, нет, там на самом деле используют, та же самая Java, грубо говоря. То есть у меня доступ есть к тем же классам, к базе, да, к той же Java. Вот, поэтому, по сути, ничего такого и не надо. То есть можно написать Android-приложение, где угодно можно, в том же Eclipse. То есть ты просто другую SDK-шку ставишь? Да. Хорошо. Самый востребованный стек на текущий момент? Стек технологий, который нужен джависту? Смотря какому джависту. То есть, опять же, можно... Давай поговорим, давай скажем сначала для веб-разработки самый распространенный стек. У всех, на самом деле, такие разные преимущества. Ты на чем работаешь? У меня это базовое, то есть, наверное, как у большинства будет. Это, давай его расскажем. Опять же, Java, да, то есть от 8 и выше, то есть какие-то там фишечки, это Java Spring, Hibernate, тот же Maven, про который спрашивали, Gradle, тоже там сборщик проектов, просто более, скажем так, новый, перспективный, что ли. Не факт, но да. Вот. Что еще? С чем еще там работаем? Базы данных. Базы данных, в принципе, все нужны. То есть всем, наверное, во всех языках, поэтому тут особо заморачиваться не стоит. Вот. Вот это, наверное, такой вот. Для веб-разработки. А за Android можешь сказать, какой там стек? Есть ли там вообще понятие стека? В принципе, да, то есть есть так. Большинство приложений на Android, они же, в принципе, сейчас у нас, скажем так, отключив в телефоне интернет, ты уже мало чего сможешь сделать, даже поиграть сейчас не сможешь по толкам. Вот, это... Что у нас? Если в Java у нас сразу есть какая-то многопоточность, в принципе, на самом деле, для веб-разработки многопоточность не настолько актуальна, в конце концов, сервера есть, да? Что там в Android у нас есть? Что-то для работы с изображениями, скорее всего, не знаю, то есть знание каких-то библиотечек, да, фреймворков, там, Picasso какой-нибудь, Glide. Что еще? Retrofit. Наверное, Retrofit, RxJava. Это, скажем так, клиент для работы с вебом, да, то есть запросы отправлять. Вот. RxJava. Скорее всего, RxJava, потому что в большинстве, наверное, все-таки проектов используется. А RxJava это что?
Это, ну, как раз-таки менеджмент такой многопоточности, то есть это там observable, всякие сингл такого вот плана. Dagger — это такой тоже, скажем так, фреймворк а-ля Spring, да, для dependency injection. Что еще? Ну, это, наверное, такая вот база, да? Окей. Чего хватает для андроида. А расскажи, какое ПО нужно для того, чтобы на Java стартануть? Любое. Не, ну окей, как бы можно, конечно, и в блокноте писать там, на андроиде. Вот, чтобы удобно стартануть, там, скажем, с чем среднестатистический программист работает, будучи Java-разработчиком? И на какой операционной системе? Ну, в принципе, операционная система никакой роли здесь не играет, потому что у меня есть Windows, есть Linux, как бы и там у меня стоит и Eclipse, и идея. Ну, в чем ты больше работаешь? В какой IDE-шке? Из IDE-шек мне как-то идея, в принципе, роднее немножко. Ну, то есть не то, что роднее, она, во-первых, дороже, поэтому она хуже, но она, скажем так, она хуже только потому, что она дороже. Она не лучше, потому что она дороже? Она и лучше, потому что она дороже. То есть, ну, это минус просто, наверное. Минус то, что она платная все-таки. А вас не смущает, что ваша IDE-шка называется IDE? Типа, в какой-то IDE работаешь? В IDE. А в какой IDE? Идея она называется. Да, так, то есть пишется по-другому? Да, конечно. Окей. Идея. Окей, хорошо. Вот. Ну, Eclipse. Eclipse тоже, в принципе, очень хорошая такая система. Да, это то, с чем я непосредственно работал. Да. Ну, и работал, на самом деле, я еще и с NetBeans. Это такая... изначально, да, в принципе, это, опять же, Oracle-ская штука, которая для Oracle я считал, что это очень-очень классно, но она быстро работает, на самом деле. Возможностей только меньше гораздо. То есть плагинчиков там такое количество, как, например, в той же идее или в Eclipse, ты не подключаешь. Вот. Ну, то есть у всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. В Eclipse много плагинов, то есть, потому что, во-первых, она бесплатная, там сообщество большое, то есть, ну, все можно найти. В идее, в принципе, всего, что тебе нужно для разработки, хватает, но если ты хочешь вот чего-то прям такого, что тебе не нужно, ну, в принципе, не помешало бы, чтобы оно болталось, там, показать друзьям, то такого чуть меньше, чем в Eclipse. А почему у тебя стоит и Windows, и Linux? Разные проекты. То есть есть зависимость от проектов? Да, да. Есть какие-то проекты настроенные вот прям для работы с Linux. Ну, в конце концов, относительно пути разные будут, что там, что там. Для Android IDE-шка тоже идея? Да. Или у Android что свое? Ну, IntelliJ, там не идея, там Android Studio. Android Studio. Да. Окей. По сути, идея, да. Расскажи, пожалуйста, мне, как человеку, не знающему, что такое Kotlin, а ты, я знаю, что это такое. Я его видел. Мне даже рассказывали, что ты на него сейчас переходишь. Соврали. Соврали? Соврали. Ну ладно, ты хотя бы как человек, который его видел, это язык программирования новый, который, многие говорят, станет заменой Java. Что ты можешь сказать по этому поводу? Выгоднее ли, лучше ли это, чем Java? Можно ли на Kotlin полностью перейти и забыть про Java? Нужно ли стартовать с Kotlin, минуя Java? Вот, какие твои мысли? Вот, блин, странно на самом деле, да? Почему он должен заменить Java, если Kotlin компилируется в Java код, да? То есть в Java байткод. Ну, вряд ли он когда-то заменит. У меня были такие эксперименты, то есть я смотрел, да, простейшие классы, типа там Hello World такого, ну, какие-то там простейшие какие-то циклики, логику минимальную. Я переводил, у меня прям были открыты две IDE-шки, да, то есть одна с Kotlin кодом, выполняющий абсолютно аналогичные действия, другая с Java кодом. Под Kotlin другая IDE-шка идет? Извини. Та же самая. Та же самая. Вот. Ну, это же опять же Java, то есть и любая IDE, она любую IDE-шку потянет. Вот. Значит, ну, я, в частности, в идее открывал. Я открывал один и тот же код, я перегонял это все в байткод, смотрел, и вот на Kotlin байткода больше. То есть на Kotlin байткода больше, там есть такая прям целая отдельная секция большая метадаты, то есть конкретно, что делать с какими полями, то есть там расписано. В байткоде Java такого нету. То есть, ну, понятно, опять же, байткода уже меньше, то есть возможно, что работает быстрее. Что заметил в некоторых таких случаях, да, что Kotlin все-таки будет работать в некоторых случаях, опять же, в редких пока достаточно быстрее, просто из-за оптимизации кода. То есть где-то я могу написать руками, скажем так, не сильно оптимально, но опять же, да, just-in-time компилятор у меня может где-то там подправить, что-то за меня там доделать, что-то запомнить, что-то выкинуть из памяти, что я ненужное туда дописал. В Kotlin, в принципе, сама компиляция достаточно грамотная. Да? Вот, то есть там, при первом-втором, например, запуске, когда это, понятное дело, перегонится в байткод, потом байткод на машинной инструкции, работать будет абсолютно там, идентично. То есть единственная пока вот версия, я когда работал с Kotlin, перегоняла в 1.6, то есть Java. Вот, это есть, очень да, 1.8. Ну, 1.8 перегоняет уже, то есть без проблем. Я просто не так
Так, не так часто на ты сейчас Kotlin говоришь, пишу. применяет Java, это не та Java, вот, которая 8, вот ваша 7, 6, это... Да. То есть Kotlin код перегоняется в Java версии 1.6. Ну, вот на тот момент было, да. То есть там не все, скажем так, штуки можно было прям вот полноценно использовать. То есть, например, с чем я столкнулся еще и не раз, это, по-моему, нет, хэшкод, по-моему, функция считалась, что-то такое там статическое поле, да, то есть оно просто у меня ошибка все время валилась, я даже не мог понять, почему она валилась. Но в итоге поменял, все заработало по-человечески. Ну, нет, я не считаю, что, в принципе, Kotlin когда-то тут прям заменит Java, потому что, он основан. Почему он так хайпует? Из-за того, что он Google его простой поддерживает? достаточно. Ну да, во-первых, Google поддерживает. Да если Google скажет, что там с завтрашнего дня буду поддерживать, не знаю, да пусть даже .NET буду поддерживать, да? Вот, это же будет круто. То есть, круто, но должна же быть какая-то объективность. То есть, по-моему, они вообще сказали, что это официальный язык разработки под Android, если я правильно помню. Да, с недавнего, пару лет. То есть, это зачем-то это сделали? Во-первых, потому что он достаточно похож, мобильная платформа, да, опять же, Android. Android мобильная платформа, iOS мобильная платформа, Swift, Kotlin, они даже, в принципе, у них синтаксис достаточно похож. Более похож. Вот. Я думаю, что возможно, это одна из причин. То есть, естественно, я ошибаюсь, но я так думаю. Хорошо. Вот. И достаточно просто писать, то есть код там понятнее. Понятное дело, что когда я переходил, например, с Java, писал на Kotlin, мне всегда хотелось поставить там точку с запятой, написать там new object, написать модификатор объекта, модификатор там перед, например, у меня именем объекта моей ссылки. Да? То есть там настолько разные синтаксисы? Да. То есть, Прикольно. синтаксис прям не настолько разный. То есть ты пишешь в одной строке, в принципе, то же самое, просто очередность разная. И можешь указывать тип, можешь не указывать тип. То есть он такой достаточно динамичный. Своих фишек хватает. Короче, не зная Java, на Kotlin будет туговато, да? В принципе, да. Разобраться внутри. Я думаю, да, могут быть какие-то проблемы. На этом мы закончим часть техническую про Java. Дальше у нас еще минуток 20 будет про то, как джунам стать крутыми специалистами, как ты. Собственно. Как я? Как мне стать крутым специалистом? Вопрос. Слушай, подожди, не дискриминируй себя как преподавателя, об этом мы еще тоже дальше поговорим. По твоему мнению, что должен знать джун, чтобы успешно пройти собес в наше время? Какими навыками? По поводу фреймворков мы уже раньше говорили, да, то есть это хотя бы база Spring Hibernate какой-то. Я на самом деле не думаю, что у джуна в резюме должно быть прям много-много набор технологий. То есть если как-то приходит человек, у него там написано, не знаю, там Spring, Hibernate, там тот же Angular, React, то есть, в принципе, это уже не сильно понятно, да, то есть, в чем хорош, то есть, что у тебя будет лучше. Понятное дело, то есть, если приходит джун там с 10-летним опытом, да, у него вот эти 4 технологии, хотя тоже, скажем, 10 лет, 4 технологии. С 10-летним опытом, это интересно. Да, интересно посмотреть. У тебя бывало такое? Нет. У меня только в резюме так написано. Мне мне посоветовали, когда будешь устраиваться, убери из резюме все области, которые не связаны с IT. И области-то я убрал, то есть я удалил. А на Тутбае такая штука, что он пишет, что опыт работы. Итак, опыт работы 10 лет. 10 лет, и я 10 лет ищу джуниор позицию себе, там, со знаниями чисто. У меня даже спринга тогда не было. У меня там, то есть, Maven какой-то, там, чисто Java, что-то еще. Такое что-то помимо HTML, CSS, Java, Maven. 10 лет опыта. И вот, пожалуйста, есть такой джун. Мне еще интересно узнать у тебя, как у человека не с профильным образованием, айтишным. Я, к слову, тоже не с профильным образованием. Мне всегда интересно узнать позицию. Нужно ли знать математику программисту, джуниору? Прям матан универовский. И нужно ли знать компьютер-сайенс, всякие алгоритмы и структуры? Это лишним просто, скажем так, не будет никогда. Но это для старта вообще не обязательно. То есть я не скажу, что я сейчас что-то там знаю. Прям алгоритмы, компьютер-сайенс. Не знаю, сложность алгоритмов могу посчитать. Мне этого, в принципе, мне хватает для, не знаю, какого-то, возможно, более-менее правильного построения логики. Есть люди, которые говорят, что джуны и специалисты, не знающие математику, компьютер-сайенс, это мартышки, которые набирают код, который никому не нужен. Что ты можешь им противопоставить? В этом логика есть немножко. Какую я логику вижу, это в том, что, не знаю, базовые вещи такие и глубинные вещи, ты навряд ли, конечно же, получишь интересный проект. Там, такой прям, чтобы что-то нетипичное. Как ты считаешь, что вообще важно? Да важно просто желание понимать, куда ты хочешь развиваться. У меня на курсе
прошлом, по-моему, или в позапрошлом году приходил парень, медбрат. То есть у него медицинское образование, он там поработал медбратом года 4, то есть он считать, я не знаю, умел или не умел, когда приходил. Он сейчас работает в Чехии вполне неплохим разработчиком. То есть, ну, он сейчас D2, получается, разработчик, но тем не менее, ну, у него цель была просто куда-то поехать, чтобы взять. Я не думаю, что так просто, не знаю, начать без математики что-то учить и решить поехать в Польшу, и вот, в Польшу, господи, в Чехию, и просто туда уехать. То есть, получается, наверное, что-то же он умеет делать. Главное зайти, а там уже сам решишь, да? Ну, да, то есть выбрать, куда тебе будет более интересно развиваться. Про паттерны мы с тобой вначале говорили, я так понимаю, паттерны же нам, по твоему мнению, не нужны. Ну, как? Было бы хорошо, если бы они были, да. Но в целом, чтобы начать, нет, тебя все равно их не научат. То есть ты напишешь плохой код, ты много раз напишешь плохой код. До сих пор все пишут плохой код, я пишу плохой код. То есть джуны думают, что они пишут плохой код и отправляют на ревью там медлам. Медлы говорят, да, вы пишете плохой код. Медлы отправляют свой код там сеньорам. Сеньоры говорят, вы пишете плохой код. Да. И вот так вот идет там, не знаю, до архитектора. Потом архитектор поворачивается и говорит, вы все пишете говно, надо писать вот как-то по-другому. Причем он даже не скажет как, потому что он архитектор. Он скажет, мое время дорогое, пишите по-другому. Окей, согласен. Выпускникам курсов где брать опыт? Тоже очень частый вопрос, потому что ребят не знают, что делать дальше. Вот у меня была тоже такая проблема. Я когда заканчивал курсы, не епамовские, там я понимал, где брать опыт, в лаборатории. Да. Когда я заканчивал обычные курсы, чтобы меня хоть куда-то взяли, я просто тогда вбил запрос в Google вбил, просто где получить там аутсорс-проекты, например. Ну, то есть не получить опыт от аутсорс-проектов. Там выдается, на самом деле, куча большая материала, ссылок, по которым можно пройтись, посмотреть. То есть я когда-то там, библиотечка была такая маленькая для подгрузки фотографий. Я туда целых 3 строки кода вписал, но, тем не менее, в резюме я вписал, что я в нем работаю. Это open source какой-то проект, типа? Да, open source обычно. На GitHub. Запрувили на GitHub твои change? А там 3 человека все было в этом проекте. Прикольно, прикольно. Вот. Но, то есть, тем не менее, никто не мешает. То есть для резюмехи можно таких мелких поискать, да? Просто, да. У них есть огромные списки багов. Там, то есть, не у всех проектов огромные списки багов, но вот в том был, там была целая страница большая, там багов под 100 что-то. Сиди и выбирай себе что-нибудь простенькое. Это прикольно. Вот ты первый человек, который мне так сказал, что слегка можно зайти в open source как-то. Обычно там говорят, что надо там сделать домашний проект кустарный, надо там по книжечке что-то сделать. Это отличная штука, но ты же его будешь делать сам, тебе никто не скажет, что ты сделал плохо. А там ты как раз... Мне, чтобы понять, как вот эти 3 строчки кода вставить, мне дня 4 пришлось потратить, чтобы понять, как там оно работает, как оно там вообще написано. Я насмотрелся на архитектуру, насмотрелся на стиль кода. Вписал эти 3 строчки, мне сказали, только здесь исправить, я исправил, запушил. Все отлично. Окей. Можешь ли ты назвать 2 самых непроходимых вопроса на собеседованиях? Выделить. Кем вы себя видите через 5 лет? Это просто ужасно. Кем я себя... Я хочу сказать, что я вижу себя руководителем вашего отдела, вашим руководителем, не знаю. Ты когда-нибудь говорил так? Да, недавно. Окей, второй вопрос. Второй вопрос непроходимый. Любой вопрос может быть непроходимым, смотря кто тебя собеседует. На котором ты валился часто. Или валились люди, которых ты собесил. Спросить что-нибудь из фронтенда, что ли. Потому что для меня вообще непонятно, как там работает. То есть ты бы у джунов фронтенд не спрашивал, если бы это была позиция junior Java? Нет. Просто сейчас тенденция такая, что все фуллстекеров ищут. По крайней мере, у нас в .NET, если ты .NET-чик, junior .NET-чик, то тебя обязательно спросят про React, давай. Хотя скажи, как работает компонентный подход. Нет, я не думаю, что это нужно. В конце концов, Java это в основном серверная. То есть, если бы GSP прям развивалась тоже, GSP, там, GSF, все такое, то да. Запомните, что самый сложный вопрос. Это вопрос не по программированию. Это да. Хорошо. Давай немножко еще пройдем по книжкам. Ты вначале хотел рассказать про книги, какие полезные для Самая полезная книга – это интернет, это Google. Окей, хорошо. Это хороший ответ, но хочется немножко более точечных попаданий. Вот буквально 3-4 источника, откуда можно начинающим специалистам по Java пополнять свой багаж знаний. Я предпочитаю книги. А тут up to you. Да, с книгами, в принципе, все достаточно неплохо. Смотрите, если брать именно такую книги как цель куда-то устроиться, да, то есть у меня есть, я себе специально распечатал полное издание Spring, то есть Spring для профессионалов, да, то есть оно названо Spring для профессионалов, но на самом деле... Документация какая-то или книга? Это прям книга, да, то есть я сейчас не помню, кто ее точно написал. А что ты ее печатал?
Мне тоже было приятнее гораздо как-то листать. А у нас ее купить нереально, типа? А она дорогая достаточно. То есть она стоит там рублей 90, наверное, что-то такое. Вот, то есть вот ее я смотрел, эту книжечку. Потом я смотрел российское издание «Питер», Java 8 для чайников. Ну, просто она очень просто написана. То есть книжка написана, скажем так, практически в литературном стиле. Там нету сухих таких вот выдержек. Что еще? Шилд. Шилд — это понятное дело, что нужно его читать. Это хорошая штука. Там есть все. То есть эта книга, она огромная, там даже есть то, что и не нужно особо. Вот, то есть, ну, скажем так, для того, чтобы узнать, как надо писать, да, Шилд подойдет более чем. Ну, в принципе, 3 книги достаточно. Из ресурсов, если это не Google, из интернет-порталов, может, ты юзаешь. И не Stack Overflow. Ну, кроме, почти все ведет на самом деле на Stack Overflow, да, как ни странно. А знаешь, на чем Stack Overflow написан? Да, знаю. Ваши .NET, они везде, да. Вот. Ну, на самом деле, Java Rush хороший такой ресурс. То есть, почему нет? Java Rush? Где? Вот ты сейчас прямо, знаешь, в точку попал. Просто вот ты еще не знаешь, а в начале этого ролика будет реклама Java Rush. О, как я. Ну, там много, на самом деле, материалов. То есть я там, не знаю, почти всегда нахожу то, что мне нужно. Из сайтов, на которых вот конкретно примеры выполнения, то есть то, чем я все время пользуюсь, это Balldunk. Сайтик есть такой, МК Янг. Ссылочки потом все сбросишь. Без проблем, да. То есть там есть базовые, скажем так, вещи, примеры написания каких-то... Если вам нужно там что-то с безопасностью, Spring Security, вы там 100% это найдете. Как в базовом, так скажем, в более каком-то навороченном исполнении. Это мы уже перешли больше к ресурсам, наверное, для всех разработчиков. Но вряд ли Джун полезет там в security. Ну, это как раз-таки я про Java говорю, то есть там конкретно, например, для Java. То есть если мне очень нравится, например, вот на этом Balldunk сайте, да, там очень подробно, хорошо расписано, что почему, например, для работы с тем же Spring. То есть там практически все аспекты Spring они есть. Я знаю, что ты занимаешься менторством. И я читал, я знаю это, потому что мы на работе часто проводим такие вот всякие для детей митапы, митинги, что ли. Вот Рома очень постоянно там рассказывает про Java. Так тебе надо было крест приложить сразу. Ладно. Короче, ты менторством много занимаешься. Я смотрел в LinkedIn, ты пошел на должность преподавателя чуть ли не через несколько лет, как сам закончил курсы. Ну да. Чем ты был смотивирован, и не маленький ли это срок был? Ну, я сейчас понимаю, что на самом деле, да, срок был достаточно маленький, потому что, для меня это был огромный плюс. Для, наверное, тех, кого учил, я не знаю, вот один человек сидит сейчас у нас в отделе, работает, он действительно он не говорил что-то плохого или каких-то там недостаточно, хотя я у всех пытаюсь спрашивать, какие минусы. Для меня это был большой плюс, потому что мне пришлось это прям выучить, чтобы это объяснить, потому что, знаешь, как-то есть даже, не помню, как сайт интернет называется, если мне что-то непонятно, я пытаюсь я объясняю это своему коту, и все становится на свои места, да. То есть вот это надо как-то объяснить так, чтобы человек, который вообще не понимает, о чем я говорю, чтобы вот он понял. И мне приходилось, наверное, работать по 8 часов тогда, и еще потом, не знаю, самому учить этот материал, который я должен буду завтра рассказать, еще часов 6. То есть, не знаю, жена-то со мной чуть не развелась, наверное, в этот период. Вот. И как-то, поначалу было очень тяжело, потому что мне нужно было сначала самому понять, как это все вот конкретно работает, там, подкатом, а не просто объяснить, что нажмете на эту кнопочку, получится вот так. Вот. То есть правильно ли я понимаю, что изначально это было как самообразование в первую очередь? Ну, скажем так, изначально это было просто как проба пера. Но вот она у меня получилась. Если бы она у меня с первого раза не получилась, если бы у меня группа, например, закончила плохо тогда, или если бы на меня там были какие-то плохие отзывы, потому что я и у преподавателей, я даже не знаю, менеджеров академии, наверное, да, получается, спрашивал. Они проводили анонимные опросы потом, и, в принципе, то есть, отзывы были достаточно неплохие. Вот. Единственное, что, конечно, курс достаточно короткий сам по себе у нас. А сколько ты уже преподаешь? 2 года, да? Ну да, почти 2 года. Поменялась мотивация тогда и сейчас? Ну,
Наверное, да. То есть тогда я шел еще за каким-то, возможно, там, каким-то заработком, может быть, дополнительным. То есть сейчас это второстепенно, потому что, ну, мне просто... Во-первых, я, опять же, закрепляю все время этот материал. То есть когда я рассказываю, да, в любом... Я не знаю, сколько еще лет нужно преподавать, чтобы ты все время рассказывал, это казалось тебе, ну, вот банально. То есть ничего нового, вот в этот раз я из этого не вынес. Нет, все время выносится что новое. Ты куда-то глубже копаешь, как-то, может быть, чуть по-другому объясняешь. То есть вот сейчас там... я решил, что ребятам было бы проще, если бы они не просто меня слушали, что-то там записывали. Я там методичку, например, там первую часть написал методички, то есть сейчас вот это будет. Вот, то есть и для себя как бы что-то новое открываю, да, язык же все время развивается, да, то есть и мне интересно что-то новое рассказать. В конце концов, я рассказываю то, что сам же потом могу спрашивать, да. Ну, что использую, что спрашиваю, да, что у меня спрашивают, что я спрашиваю. Вот. Как бы, ну, вот как-то так. Окей. Параллельно с преподавательством ты еще выступаешь на мероприятиях в качестве спикера? Ну, это не часто, очень не часто, пару раз было. Ну, окей. Даже если это было пару раз, зачем? Ну, я стараюсь, на самом деле, не оставаться вот сугубо в таком своем коконе в разработке, да, то есть, что ты все время сидишь, пишешь кодик, как-то читаешь, там, сам внутри себя развиваешь, то есть, меня всегда привлекали, в принципе, какие-то социальные активности, да, то есть, ну, я считаю, что это тоже как одна из социальных активностей. Почему бы не нести свою чушь в массы? Если вдруг нужна кому-то чушь по Java, пожалуйста, Рома. И .NET тоже здесь. А чем ты занимаешься в свободное время? То есть у тебя преподавательство, у тебя работа, у тебя жена, у тебя иногда выступления. У тебя вообще остается время на какое-то еще хобби, там, отвлеченное от Java? Да. Какое? Я спать еще люблю. Нет. Я еще сплю. Это, конечно, хорошее хобби. Ну, я спортом, на самом деле, как-то привык заниматься. То есть я, наверное, раз там 5 в неделю. То есть какие-то у меня такие вот спортивные активности есть. То есть, ну, каждый день чем-то я занимаюсь в любом случае, да. То есть у нас, ну, ты что же, знаешь, у нас в компании какие-то каждый день, наверное, каждый день уже сейчас, как лето настало. Да. То есть, ну, в футбол у меня ноги растут из задницы, поэтому я не сильно в него хорошо играю. Я в баскетбол вот люблю побегать, поиграть. Там, ну, в зальчик, например, сходить, вечером, не знаю, походить, погулять, там, побегать. У меня бывают такие, как сказать, желания, приезжаю домой, отсюда там, то есть в рюкзак закинул ноутбук, проехал до дома 2 остановки, выкинул рюкзак, одел шорты, кроссовки, прибежал опять же на работу, убежал опять с работы домой, то есть тот же маршрут, только уже, скажем, на своих двоих. Вот, то есть так вот себя чисто в форме держать. Ну, иногда книжки какие-то почитать. Это еще, реже случается, чем выступаю на конференциях, конечно. А книжки какие обычно, технические или фублит? Ну, техническое приходится просто читать, да, художественное, вот это, к сожалению, достаточно редко. А что из художки любишь? У меня вообще никаких предпочтений нет, на самом деле. Вот что на полке лежит, вот то взял и почитал. То есть, ну, фантастику в основном. Что последнее прочитал? Что последнее прочитал? Сборник рассказов. Я даже автора не знаю, если честно. Сборник рассказов фантастики об апокалипсисе. То есть, я перед сном вот и читал, мне снились какие-то ужасы, я просыпался, хотел идти на работу, потому что войны нет. Какой бы ты себе совет дал, если бы мог, 10 лет назад? Ну сейчас такой это один-единственный совет был бы, чтобы все-таки идти учиться. Как раз-таки 10 лет назад у меня было бы что? Я закончил институт 10 лет назад. Ну да, сразу переучиваться. Переучиваться, подойти? Да. А если бы это было 15 лет назад, когда ты только поступал в институт, ты бы пошел в институт учиться на айтишника? Я прошел тогда в институт. У меня мой год, это был последний год, когда можно было подавать документы в несколько вузов. Я подал в РТИ, БНТУ и технологический. То есть это, ну, о, скажем так, направленности вуза вопрос вообще не стоял, это было, чтобы это техническое что было. Вот. Но так получилось, что мама меня не сильно верила, она уже договорилась там в какой-то военной части, меня уже брали в оркестр, то есть я еще даже документы не подавал, но она уже знала, в какой части я буду служить, да, она знала, в какой должности. Ты служил, кстати? Нет, меня не взяли, по итогу. Бывает. Вот. И что-то она мне самому в меня веры не внушила, и я, получается, поступил. Ну, на тот момент, на самом деле, у меня был такой погранично-проходной балл в РТИ и БНТУ. В технологический там сразу сказали, что поступаю. Я вот между двумя этими вузами тогда выбирал. Ну, как сказать, выбирал. Тогда нужно было в определенный момент все-таки оригиналы документов отнести в один. То есть, когда ты говоришь, вот, хочу сюда, относишь в один, и я так подумал, что все-таки в РТИ конкурс может быть выше, могу не поступить и реально пойду дудеть в армию. Okay. И я забрал из РТИ, пошел в БНТУ, и вот, я туда проходил. А почему такой категоричный совет? Потому что вначале вроде как в начале интервью выглядело так, будто бы ты 9 лет вот не айтишной своей
профессиональной деятельности ты тоже кайфовал как-то. Да, на самом деле нравилось. Ну, просто если сравнивать, скажем так, уровень того же кайфа, да, когда я занимался той деятельностью, то, что делаю сейчас, то что делаю сейчас мне гораздо больше нравится. Блиц. Да. Короткие вопросы от меня, вскоре будут длинные ответы от тебя. Да. Максимум 10 вопросов, их ты не видел. О, блин. Да, один вопрос можно скипануть совершенно спокойно, сказать просто скипую, остальные ты тоже можешь скипануть, но тогда тебя закидают всяким говном в комментариях. И так закидают. Да, короче, поехали. Первый вопрос, Java или .NET и почему? Ну, Java, конечно. Почему? Потому что я не знаю .NET вообще. Окей. Я тут хотел похоливарить, типа, почему .NET лучше или хуже? Не знаю. И вот не получится. Хорошо, тогда какой язык ты бы выбрал сейчас, если бы у тебя была возможность? Ну, я бы все равно, наверное, выбрал Не Java. из Java. Не из Java? Тогда я думаю, Python, наверное. Почему? Ну, да просто я бы из рейтинга популярности, наверное, выбирал. То есть у меня таких, которые бы я хотел, на самом деле, изучить несколько. То есть я бы и в Swift, наверное, посмотрел в сторону Swift, и Python посмотрел бы, и JavaScript посмотрел. JavaScript из-за того, что он сильно-сильно прям популярный. Ну, вернее, не сильно-сильно популярный, а скорее потому, что большинство программистов других языков его хоть каким-то образом докасаются, да, то есть не должны его знать. С вебом почти все языки работают. Swift просто потому, что это, не знаю, язык для iOS-девайсов, то есть хотелось бы и в той сфере маленько ориентироваться. А Python, ну, не знаю. Python есть Python, блин, на нем много чего вообще написано. Да, вообще мощный язык, в принципе. Когда умрет Kotlin? Почему он вообще должен умереть? А почему нет? Ну, блин, ну давай лет через 20. Ну, то есть у тебя есть уверенность того, что Kotlin будет жить и процветать, да? Ну, в конце концов, он в небытие точно уйти не должен будет. Параллельно с Java пускай идет. Современник, на которого ты бы равнялся и равняешься. На которого я бы равнялся? Да. Блин. На которого Дядя я Петя бы... из соседнего подъезда, он там подтягивается 15 раз. Нет, ну есть, конечно, современник, я думаю, на него очень многие равняются. Ну вот Маск, например, Илон, да, вообще красавчик. Развивает новые сферы какие-то, да, покоряет себе космос, электромобиль. Недавно видел видео с его этими тоннелями под Нью-Йорком. Это же вообще красота. Что бы ты у него спросил, если бы тебе довелось с ним встретиться? Как? Ну, вот у человека на все вот это хватает времени, возможностей. То есть, ну, понятное дело, когда сейчас, да, то есть там уже корпорации, свои управляющие директора, но, в принципе, начать с PayPal, да, когда там писал один в комнатке компьютер, и вот, в принципе, глава целого, холдинга, набора корпораций таких, то есть топ-менеджер, это вообще красота. А если бы у тебя была возможность попросить у него что-нибудь, что бы ты попросил? Попросил? Ну, чтобы он мне, наверное... Ну, человек с таким видением, я бы, наверное, попросил его использовать свое видение в моем еще отношении. То есть рассказать, что, куда, откуда. Ну, то есть что надо делать, чтобы вот куда-то туда вот приблизиться. Хорош. Окей. Следующий вопрос. Справедливая зарплата для джуна, Java-разработчика. Для джуна, прям вот джуна, который только приходит, или который уже работает? Приходит на работу. Ну, если в условных, я думаю, где-то... У меня была несправедливо маленькая, естественно. Можешь сказать от до? Ну, я думаю, где-то до 700, от где-то, наверное, 350, 350-400 до 700, наверное, где-то так. Ну, в зависимости от знания. Окей. Да, но если он уже прошел, то есть что-то уже он знает. То Хорошо, есть, знает... а справедливая зарплата для медла? Для медла? Нет вообще границ просто. Не, ну, шучу. Ну, опять же, в зависимости от знаний. Это те же, наверное, там 1000-1500, где-то так. Максимум? Максимум? Ну, 2 пускай. Хорошо. А твоя вилка ЗП? В смысле? Ну, я не спрашиваю, какая у тебя ЗП, я спрашиваю твою вилку. Я свои желания просто могу озвучить. Минимальные потребности, минимальные желания. Давай. Так, желание, значит. Желание на данный момент. Сколько там добавим максимальное? Ну, не знаю. Ну, пускай это будет 3,5, например. Что бы хотелось, да? Рома у меня меньше. Да. И что? Минимально, да? Нет, ты сказал, что скажешь свои желания и скажешь... Минимальное по потребности. Минимальное по потребностям. Да. Ну да, я ранее еще
упоминал, что у меня есть какая-то такая вот планочка, там, где, скажем так, зона комфорта, да, которую достиг, там будет больше, хорошо, то есть насколько больше, это уже не столь принципиально. Это было у меня где-то 1300, где-то вот так, 1200-1300. То есть, в принципе, мне этого, я посмотрел, что мне этого вот хватает на то, что я хочу, то есть с моими потребностями. А ты живешь в собственной квартире? Да. Окей. Да. И Ну да, детей нету пока. Да, тут, наверное, это тоже должна быть ремарка. Хорошо. Есть квартира, есть... То есть есть где жить, есть на чем ездить, и вот это, грубо говоря, кушать, себя обеспечивать. То есть вот вполне хватает. Следующий вопрос. Он уже сегодня звучал в каком-то смысле, но не в таком. Вспомни, пожалуйста, самый уродский вопрос, который тебе задавали на собеседованиях. Вот прям от которого тебе хотелось просто ногой вписать человеку в лицо и уйти. Вопрос такой прям уродский. Ну, я очень спокойный, мне никогда не хотелось вписать ногой в лицо. Ну, сказать, что извините, но ваш вопрос некорректен. Блин, я даже не могу такого вспомнить. Вроде как HR сейчас такие корректные все. Ага. Не, ну, в принципе, у меня, наверное, что-то такое вот ближе к тому, чтобы к негативному, да, из вопросов у меня было, готов ли я работать по выходным. То есть, ну, вот, типа, часто ли вы готовы работать по выходным? Это хорошая тема про овертаймы, давай, раскрывай. Это не овертайм, это на самом деле издевательство, потому что есть компания, которая... Я после того, как почитал, как в Испании организована работа, я вообще не хотел бы овертайм. И там, насколько я читал, туда ехал человек, айтишник, он в репортаж, не помню, на онлайне или где был. У них, в принципе, это вообще не приветствуется работать. То есть вот после 6, например, после конца рабочего дня на выходных, ты вообще там чуть ли не штрафуете за то, что ты пытаешься работать, что-то такое. Я хочу, чтобы меня штрафовали за то, что я пытаюсь работать после там 6. Не, ну а что делать, если у тебя дедлайны горят? Вот это другое дело, поэтому... Из-за тебя. Вот это, да. Это такая ситуация, кстати, бывала у меня, на самом деле. Если бы тебе сказали, там, готовы ли работать по выходным за пятерной рейд? Ну, наверное, да, я бы согласился, но, опять же, это должна была какая-то периодичность, что ли, каждые выходные, ну, а смысл тогда? Чем мне жить, отдыхать-то мне когда получается? Нет, я не вижу в этом, скажем так, большого прям смысла постоянно работать по выходным за тот же двойной рейд, потому что, ну, во-первых, ты... Господи, да ты устаешь банально просто постоянно. Согласен. Кстати, двойной рейд, вот мы вспомнили, это стандартная практика за переработки двойной рейд платить. Как ты думаешь, это справедливо, либо нужно больше, меньше? Если... Ну, я думаю, вполне справедливо. То есть, ну, почему нет, например? Согласился, сам дурак. Ну, не, я не сказал, что прям сам дурак согласился. То есть, ну, действительно, есть такие ситуации. У меня была, в частности, такая ситуация, когда из-за тебя не то, что дедлайн горит, из-за тебя уже вот код в продакшене, да, и вот сервера начинают по одному отваливаться. Вот у меня такое было. И как бы я бы не мог уже сказать, что да, извините, у меня сегодня выходной. Сейчас все сервера лягут, и я буду... А я в понедельник разберусь, что там к чему. Вот. Тем более, что я знал, что к чему. Там я, накосячил. Хорошо. И последний вопрос на сегодняшнее интервью. Он самый последний, но не главный. Скажи мне, пожалуйста, что больше, сумма всех чисел, либо произведение всех чисел? В смысле произведение суммы? Это же все числа будут, Давай. Какая разница? Ну, Гипотетическая... Нет, мне нужен точный ответ. Чисел или цифр тогда ты мне скажи? Чисел. Тогда, равны будут. Да это же бесконечное, множество. Я не знаю, это как, не знаю, параллельные прямые. Я думал, что ты так тоже... Хорошо, то есть ты сейчас говоришь, что это типа может быть бесконечность, да? Ну. А я тебе говорю, что это не бесконечность. Тогда произведение. Почему? Сложи 1 плюс 2 плюс 3, уберем эту бесконечность и умножь 1 на 2 на 3. Ну, числа-то еще, кроме 1, 2, 3, есть еще числа в другую сторону. Например. Так, а почему ты мне не сказал об этом в начале? Ну, мы не будем брать отрицательные числа. Рома, ты заставляешь меня рассказать суть загадки. Ну, так давай рассказывай. Ну, хорошо, наводи меня. Я сейчас пытаюсь понять, а натуральные числа 0 в себя включают? Нет, не включают. Короче, херовый вопрос. Суть была в том, что типа произведение на 0 даст 0 и все занулится, но я сейчас думаю, как бы это ж некорректные условия, числа-то могут быть и отрицательные. Все, проехали. Будем считать, что ответ хороший. Бесконечность, она типа неопределенная, поэтому непонятно, что будет. Да. Спасибо тебе за интервью. Про Java реально много чего рассказал, даже мне стало многое понятно.
Я думаю, тем, кто нас посмотрел и подавно, будет понятно. И новичкам, и продолжающим. Поэтому обязательно делитесь интервью со своими друзьями. Если у вас будут возникать какие-то дополнительные вопросы, я думаю, Рома согласится на них ответить. Пожалуйста. Оставим какой-нибудь контакт? Да без проблем. LinkedIn. Можно LinkedIn, можно мою почту даже. Мне туда куча писем все равно сваливается. Ну, окей, Все равно оставим. никто не напишет. И то оставим, чтобы было проще связаться с Ромой. Подписывайтесь на канал в Телеграме, там будут все ссылки на ресурсы, которые мы сегодня упоминали, на все книжки. Также... А это показать по ссылке, по ссылке- пальцу, не, по ну, ссылке ниже. По ссылке ниже, да, вон того, короче, будет ссылка на ссылке. Еще на канале, у канала появился Discord-чат, где можно пообщаться всем, даже голосом, поэтому добавляйтесь, тоже ссылочка есть там внизу в описании. Ставьте ваши лайки айтишные, подписывайтесь еще раз на канал, лайкайте, добавляйтесь к Роме в LinkedIn. На этом у нас все. Спасибо еще раз, Рома. Пожалуйста. Всем пока.